Дорогие друзья, сейчас я хочу показать вам ритуал, называется обращение к Люциферу. Как вы знаете, Люцифер это ангел света был когда-то. Он владел ключами знаний, но когда Бог заставил его кланяться человеку, он воспротивился, сказав, что он не будет кланяться тому, кто создан из глины, поскольку в нем была мудрость, тайное знание. Он был один из первых ангелов и считал зазорным для себя и ниже его, своего достоинства поклоняться и признать человека венцом творения, за что был изгнан, а те, кто его поддержал, были изгнаны с ним вместе на землю и названы были демонами, а он дьяволом. Но это по преданию Библии. Есть много других преданий, где сказано, что была некая сила, свет, тот же самый Осирис у египтян, тот же самый Арамаст у армян, либо Зевс у греков, поскольку если вы читали Титаномахию, то есть греческую мифологию, там тоже сказано, что боги восстали против своего отца Урана, Титана, и в сражении победили его, но через некоторое время были изгнаны, потом опять сражались с ним веками, и в конце концов их власть восторжествовала, а титаны были свергнуты и после превращались в уродливых созданий, которых сыны богов, то есть герои-полубоги, уничтожали, как, например, Медузу, как, например, чудовищ и так далее. И вот самое страшное — это преисподня, куда они были свергнуты. Тартар называется, Тартарос, оттуда есть название, преисподня, ад. Но это очень долгая тема, но поскольку мы работаем со всеми силами, мы должны чтить, уважать и обращаться ко всем силам. Тем более, что Люцифер, он дарующий знания. И если наши знания идут от него, или он поделился и научил людей, как сделать то, иное, другое, значит, именно к нему и нужно обращаться, если нам хочется узнать больше и понимать больше и уметь больше. Нет аномалии и мистики, есть закономерность. Просто мы не знаем, как объяснить эту закономерность, и называем это аномалией. Если мы путем шептания, если мы путем какого-то заговора можем что-то излечить, это не значит, что это чудо или аномалия. Это значит, что эти слова каким-то образом гармонируют с законами природы, что приводит к излечению человека. Но поскольку мы не знаем, как это происходит, просто это нам дано, и мы это делаем, да, подсознательно, то мы говорим, что это вот некая мистика, некая непонятная, необъяснимая вещь, но оно помогает. Так вот, для того, чтобы обращаться к Люциферу, нужно иметь посвящение, нужно много лет практиковать. Просто так не берите и не делайте этого. Он вам ответит очень плохо за вашу самоуверенность чрезмерную. Можно приобрести его статуэтку, можно просто попросить его. То, что я прошу его, это не значит, что этот ангел тьмы сейчас не зайдет сюда и будет мне помогать. Нет. Великие демоны, великие силы сами не приходят никогда. Мы никто, чтобы они к нам спускались и нам помогали. Но у них есть посланники, и когда мы к ним обращаемся, они отправляют некую силу, которая приходит и помогает от их лица нам. Теперь смотрите, задумчивый ангел, которого изгнали из рая, изгнали из царства. За что? За его нежелание покориться, за гордость. А ведь эта гордость есть в каждом из нас. Мы в каком-то смысле немножко Люциферы, которые не хотят поклоняться, не хотят опускать головы перед теми, кто их
кто ниже них, не желают лизоблюдствовать, не желают подхалимствовать и так далее, и так далее. Но за это их изгоняет из общества тех, которые готовы бренчать на арфах день и ночь, петь и восхвалять ту силу, которую не то чтобы любят и уважают, а боятся. Вот он был мятежный ангел, который не побоялся открыто выступить и высказать свою волю. Конечно, сейчас, может быть, осудят меня те, которые, как баранье стадо, бегают и бегают, кланяясь и отбивая поклоны, и вечно самобичуя себя, называя себя грешными, надо им каяться, и надо и смириться, и все такое, может быть. Но их душа, она не того уровня, чтобы понимать мою душу и мое понимание мироощущения вот всего сущего. Итак, нужна черная свеча, алтарь. И если у вас нету статуэтки, то вы можете попросить и призвать его просто перед черной свечой. О ты, непокорный великий дух, не сломленный духом, не желающий кланяться созданную из глины, не преклоняющий колен, лишенный лизоблюдства, владеющий ключами тайных знаний. Кланяюсь тебе и в трепетном уважении и почтении прошу духом своим быть рядом. Прошу тебя, о великий Люцифер, поделиться со мной знаниями своими, обучи меня, одари меня яснознаниями силой. Дай взглянуть на мир и души людские твоими глазами. Крылья свои раскрой над моей головой, мой учитель, покровитель и сила. Да разверзнется твердь небесная, отрынет гром и молнию, и да покажутся черные крылья твои, как символ величия и силы, и под теми крыльями я найду защиту и тайные знания. О древний дух, прими мою мольбу и просьбу, и исполни мое прощение. Поклон тебе, почтение тебе, почитание тебе и слава. Да будет так. После чего оставляете алтарь и идете спать. А что вот будет потом с вашим ясновидением и видением и все такое, вы сами ощутите. Еще раз призываю тех людей, которые не имеют ничего общего с магией и всем остальным, не экспериментировать. Потому что такие ритуалы, дорогие мои, могут вас свести в могилу, могут просто загнать в петлю и в сумасшедший дом. Если вы осмелитесь коснуться этих сил до того, как вам это все разрешено, поверьте, даже эти статуи, которые приходят ко мне, они сами выбирают время и день. Я многие из них много лет пыталась купить, они все время ускользали, не получалось. Вот только тогда, когда я на какие-то определенные ступени поднималась в своем мастерстве и ремесле, тогда они начали приходить ко мне. И если уж я к этому шла десятки лет, ну уж больше 20 лет точно. И вот представьте, если вы 2-3 месяца назад что-то начали, возьмете и сделаете. И вы совершите большую глупость, потому что вместо ясновидения, вместо силы, вместо каких-то тайных знаний к вам придет просто-напросто такие знания, что сами будете не рады. Я помню мальчика, который высмеивал здесь, сидя, вот это все, говоря, что это все ерунда, и что это за такое вы тут читаете, и прочее, прочее. Когда он чуть не сошел с ума, потому что ему начали являться всякие видения, аж когда уезжал, он видел, что за машиной какая-то черная тень, просто-напросто как огромная собака гоняется. Вот. То есть я хочу сказать, что даже сказано неправильное слово может очень сильно ударить по вам, даже по самым таким заядлым скептикам. А уж не говорю, что вам это не дано, а вы обращаетесь к властелину тьмы, да, в каком-то направлении магии. Я уже объясняла, что направлений много, и почва одна, связь одна. И тот же Люцифер, если он создан просто образ в Библии, то этот образ взят из более древнего образа, который действительно имел место быть.
как и все старинные древние книги переписаны друг у друга. Всего вам доброго и спокойной ночи. Берегите себя и не лезьте туда, куда вам нельзя лезть. Пожалуйста. До свидания.